В густом лесу, утопающем в зелени и тишине, охотник по имени Виктор вышел на свою привычную охоту. Он был опытным стрелком, и его цель на этот раз молоденький волчонок, которого он заметил неподалеку от логова. Виктор знал, что добыча — это часть его работы, но в глубине души его терзали сомнения. Он не раз слышал о том, как волки защищают своих детенышей, но в этот момент желание доказать свою ловкость и умение пересилило его. Когда Виктор подошел ближе, он заметил, как волчонок играл на поляне, не подозревая о надвигающейся опасности. Охотник прицелился, но в этот момент из леса вышла стая волков. Их глаза сверкали в полумраке, а шерсть блестела на солнце. Они окружили Виктора, не издавая ни звука, но в их взглядах читалась решимость и защита. Виктор почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он был один против нескольких волков, и это было непросто. Волки не нападали, но их присутствие было устрашающим. Они стояли на страже своего волчонка, готовые защитить его любой ценой. Виктор, осознав, что его план провалился, начал медленно отступать. Он понимал, что в этот момент его жизнь зависела от того, насколько быстро он сможет уйти. Стая не делала попыток напасть, но их взгляды говорили о том, что они не собираются его отпускать без борьбы. Собравшись с силами, Виктор развернулся и начал быстро уходить, стараясь не делать резких движений. Он слышал, как волки следуют за ним, но в этот раз они не проявляли агрессии. Мужчина бежал сквозь лес, пока не выбрался на более открытое пространство. Когда он, наконец, остановился, его сердце колотилось от страха и адреналина. Виктор понимал, что в этот день он не только потерял свою цель, но и осознал, что природа может быть гораздо сильнее, чем он мог себе представить. С тех пор Виктор больше не охотился на волков. Он научился уважать их и их мир, понимая, что в лесу есть свои законы, которые стоит соблюдать. И хотя он был охотником, он стал сторонником защиты дикой природы, осознав, что иногда лучше просто наблюдать за тем, как она живет, чем вмешиваться в ее дела. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.